Привет, друзья! Сегодня сразу несколько новостей в Европе, которые напрямую влияют и на экономику, и на будущее рабочих мест. Во Франции крупнейшие протесты за последние годы. Сотни тысяч людей из разных сфер вышли против планов правительства. В Германии новый виток событий вокруг скандала Volkswagen, который еще спустя десятилетия все еще оставляет много вопросов. И вдобавок к этому концерн Volkswagen останавливает производство в Ганновере, и это вызывает обеспокоенность на фоне слабого спроса на электромобили. А дальше новые данные о забастовках в Германии, планы повышения доходности сетевых операторов, которые могут отразиться на счетах за электричество и кошельках жителей страны. И требования автопрома к канцлеру Фридриху Мерцу изменить курс по электромобилям, чтобы избежать потерь десятков тысяч рабочих мест. Какие последствия ждут Францию и Германию и как это может повлиять на Европу в целом, разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные последние события Германии и Европы. Итак, во Франции началась масштабная забастовка. До 800 тысяч человек из разных сфер, учителя, машинисты поездов, медицинские работники и работники аптек приостановили работу, протестуя против жестких планов экономии, предложенных правительством. Профсоюзы и левые группы требуют увеличить расходы на публичные услуги, усилить налогообложение богатых и отказаться от спорной пенсионной реформы, которую предлагала предыдущая администрация. Сейчас президент Франции Эммануэль Макрон и недавно назначенный премьер Себастьян Лекорню находятся под давлением. Ранее парламент отправил в отставку министерское правительство Франсуа Байру из-за пакета мер по экономии на сумму 44 миллиарда евро. Лидер профсоюза CGT Софи Бине заявила, цитата: «Мы будем мобилизироваться до тех пор, пока не будет получен адекватный ответ». Между тем, министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо говорит, что полиция и жандармерия готовы. Развернуты меры безопасности, на улицах задействованы силы, чтобы предотвратить блокировки дорог и возможные нарушения порядка. И еще одна важная новость в Германии. Прошло уже 10 лет с того момента, как вспыхнул обгаз-скандал вокруг Volkswagen, но компания и общество все еще не избавилось от его последствий. Скандал начался тогда, когда стало известно, что Volkswagen использовал программное обеспечение, позволяющее обманывать тесты по токсичности выхлопов, и это подорвало доверие к автопроизводителю. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме недавно заявил, что фирма сделала выводы, введенные процедуры корпоративного комплаенса, пересмотрена продуктивная стратегия, усилен контроль. Тем не менее, как признает нижнесаксонский премьер Олаф Лис, который вместе с тем входит в наблюдательную комиссию Volkswagen, остаются неудовлетворительные моменты. Неизвестно, кто именно и когда знал об обмане и могли ли власти вмешаться раньше. Эксперты, в том числе профессор Хелена Висберг, отмечают, что скандал стал переломным моментом. В компании усилили переход к электромобилям, однако ущерб для имиджа и финансов Volkswagen велик. Затраты на урегулирование скандала компания оценивает примерно в 33 миллиарда евро с учетом штрафов, компенсаций и затрат на обновление технологий. Так что, хотя многое уже изменилось, контроль стал строже, стратегия экологичнее, все же нельзя сказать, что все волны смяты. Много вопросов еще остаются без ответа, особенно по ответственности менеджмента прежнего времени. И еще одна новость, которая вызывает вопросы у автомобильной промышленности Германии. На заводе, том же Volkswagen, но уже в Ганновере, где выпускают легкие коммерческие автомобили, в том числе электробус ID.Buzz и Multivan, на одну неделю прерывается производство. Причина – это слабый спрос. Рынок легких грузовых и пассажирских моделей в Европе стагнирует, а рост продаж электромобилей идет медленнее, чем ожидалось. Производственный стоп запланирован на период осенних школьных каникул в Нижней Саксонии с 13 по 25 октября 2025 года. По словам представителя компании, такую паузу вводят, чтобы адаптировать планы производства к текущей слабой конъюнктуре. Напомню, что завод Ганновера является главным центром производства грузовых автомобилей Volkswagen, месте выпуска легендарной серии Bulli и ее электробусов. В первом полугодии 2025 года компания поставила по всему миру, внимание, около 224 тысяч автомобилей, немного меньше, чем год назад, 231 тысяча в первом полугодии 2024 года. При этом продажи ID.Buzz выросли почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя доходы немного выросли, прибыль компании, то есть операционный результат, сократилась. В первом полугодии 2025 года она составила 207 миллионов евро по сравнению с 635 миллионами годом ранее.
Далее новость с интересной статистикой по забастовкам в Германии. В 2024 году в Германии забастовки стали короче, но в них участвовало больше людей, следует из отчета Института экономики и социальной науки при фонде Ганс Бёклер. За год зафиксировано 286 трудовых конфликтов, на 26 меньше, чем в 2023 году. При этом в акциях приняли участие, внимание, около 912 тысяч человек, то есть на 55 тысяч больше, чем годом ранее. Ученые объясняют это массовыми, но короткими предупредительными забастовками, особенно в металлургии и электротехнике, когда многие работники одновременно выходят на акцию, но ненадолго. Крупные темы конфликтов – это требования повышения зарплат после инфляции и условия труда. Массовые акции прошли на предприятиях Volkswagen, в муниципальном транспорте, а также в спорах с онлайн-ритейлерами, такими как Amazon и Zalando. Длительные конфликты иногда завершаются без успеха. Пример – это спор СРВ Металлфлоат, который длился 180 дней и не привел к соглашению. Вывод отчета таков: напряженность на рынке труда остается высокой, профсоюзы добиваются компенсации и лучших условий, работодатели все чаще ведут споры на уровне отдельных компаний, а не отраслей. А дальше еще интереснее, но одновременно и вызывает дискуссию среди жителей страны. В Германии планируют повысить доходность, то есть рентабельность для операторов электросетей. И это может отразиться на ценах на конечных потребителях. Президент Федерального агентства сетей Клаус Мюллер заявил, что операторы сетей для электричества и газа должны получать более высокую доходность на собственный капитал, чтобы обеспечить инвестиции в модернизацию и расширение инфраструктуры. Изменения будут связаны с методикой расчета доходности, не только с учетом текущих процентных ставок, но и с тем, какая норма дохода считается справедливой и привлекательной для инвесторов. Однако есть мнение, что нововведения приведут к росту сетевых тарифов, то есть платы, которую оплачивают пользователи за использование электросетей. Эти платы в итоге отражаются в счетах за электроэнергию. Ранее я вам рассказывал, что министр экономики Германии Катарина Райхе уже говорила о необходимости улучшить условия финансирования электросетей, чтобы Германия не отставала по сравнению с другими странами в доходности на капитал. Пока неизвестно, сколько именно будут стоить новые ставки доходности и насколько подорожают тарифы, все зависит от методики и регулирования. Но ясно, что эта мера рассчитана на привлечение инвесторов, на расширение и модернизацию сетей, а не просто на рост прибыли. Но дальше новости, где ситуация становится еще более напряженной. На фоне последних заявлений председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о точном запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, автомобильные заводы Германии и профсоюз IG Metall объединились, чтобы потребовать от правительства канцлера Фридриха Мерца улучшения условий для электромобилей. Они считают, что темпы перехода слишком медленны и ситуация уже наносит вред отрасли и рабочим местам, а правительство очень вяло на это реагирует. Они требуют от правительства канцлера Мерца продлить освобождение электромобилей от автомобильного налога до 2035 года, чтобы обеспечить стабильность для покупателей и производителей. Еще одно требование – сделать правила по выбросам СО2 более гибким, особенно для машин с гибридными двигателем и моделей, использующих синтетическое топливо. Они подчеркивают, что жесткие меры без поддержки инфраструктуры и без льгот делают электромобили менее доступными. По оценке немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA и IG Metall, между июнем 2024 года и июнем 2025 года было потеряно, внимание, более 50 тысяч рабочих мест в автомобильной отрасли Германии. Они отмечают, если не будут созданы лучшие условия, налоговые льготы, дешевый заряд для электромобилей, ускоренный аусбау сети зарядных станций, вероятность дальнейшей потери рабочих мест еще возрастет. Среди критиков экологические организации, такие как Greenpeace и NABU, они считают, что призывы к ослаблению норм и ухода от запрета двигателей внутреннего сгорания угрожают климатическим целям и что нужна четкая устойчивая стратегия перехода к электромобилям. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.